Хочу вам представить бета-версию 2.0, которая вышла 9 февраля. Привет, подземелье, версия 2.0 наконец-то готова к бета-тестированию. Бета-версия Шатаре 2.0 уже запущена. Вы можете получить его в Google Play, подписавшись на бета-версию в App Store, в Steam, и также загрузив игру для Android или ПК через GitHub. В этой записи блога я собираюсь поделиться некоторыми подробностями о первом новом герое Шатаре. Я ожидаю, что бета-версия 2.0 продлится немного дольше, чем обычно, так как еще предстоит завершить кое-что. Прямо сейчас дуэлянт полностью доступен для игры вместе с подклассом Чемпион и 2 способностями брони. Я ожидаю закончить и выпустить примерно через 2-3 недели. Сначала небольшое замечание. Пожалуйста, имейте в виду, что новый герой – это большое дело. Мы очень близки к выпуску, но некоторые детали и визуальные новеллы могут измениться до того, как выйдет версия 2.0. Кроме того, хотя я всегда стараюсь придерживаться расчетного времени прибытия, которое я предоставляю, помните, что это всего лишь приблизительные значения. Если обновление еще не выпущено, это потому, что я все еще работаю над ним. Представляем дуэлянта. Как упоминалось в прошлый раз, дуэлянт фокусируется на оружии и активных способностях, в отличие от воина, сосредоточенного на доспехах в пассивной прочности. Ее основная сила и уникальная способность, которые меняются в зависимости от оружия. Эти способности предназначены для улучшения игрового процесса, а также для придания каждому оружию более заметной интерактивной силы. Есть более 15 уникальных способностей. Эти способности делают оружие более похожим на некоторые особые предметы игры, такие как артефакты и жезлы. Есть даже некоторые механики, поощряющие более разнообразный игровой процесс с оружием в ходе прохождения. Вот несколько примеров талантов. Подклассы. Как у других героев, у дуэлянта есть 2 подкласса. Это чемпион. Чемпион удваивает игровые способности оружия, позволяя дуэлянту владеть 2 видами оружия одновременно. Чемпион может свободно переключать оружие, которым он атакует, и использовать способность любого оружия, когда захочет. У чемпиона есть множество вариантов оружейных способностей, которые можно дополнительно улучшить с помощью талантов. Монах. Меньше внимания уделяет снаряжению и вместо этого предоставляет дуэлянту несколько полезных способностей, освоенных на физической технике. Монах накапливает энергию для этих способностей, когда побеждает врагов. Это немного похоже на более расслабленную версию гладиатора, поскольку эта энергия не исчезает со временем, но имеет предел. У меня пока нет талантов, которые я мог бы похвастаться перед монахом. Но вместо этого вот вам несколько основных концепций способностей. Шквал ударов. Стоит 1 единицу энергии, позволяет монаху нанести быстрый безоружный удар, пробивающий броню. Этот удар будет мгновенный, если он следует за обычной атакой, что делает его отличным завершающим ударом. Очищение. Стоит 2 энергии, снимает большинство вредных эффектов с монаха, но занимает пару ходов. Рывок. Стоит 3 энергии, позволяет монаху мгновенно переместиться в место в пределах нескольких клеток. Это отлично подходит для быстрой смены позиций и даже преодолевания расстояния. Фокус. Стоит 3 энергии, позволяет монаху подготовиться к уклонению от следующей входящей атаки, как бы сделал дворский монах. Способности брони. Наконец, после победы над предпоследним боссом игры, дуэлянт получает доступ к 3 способностям брони. Это испытание, нацелено на одного врага, заставляя его сражаться с дуэлянтом, в то время как все остальные враги временно заморожены. Это отличный ход для выделения врага из группы. Вызов не замораживает союзников дуэлянта или миньонов босса, если целью был босс.
Поражает следующий, второй. Поражает врага или локацию обычная атака, которая гарантированно попадает и распространяет магический эффект в конусе. Этот магический эффект зависит от зачарования основного оружия дуэлянта, что приводит к большому разнообразию в том, как работает эта способность. Уловка заставляет дуэлянта притворяться, что он наносит удар врагу, а на самом деле совершает рывок к соседней клетке. Остаточное изображение остается на ее старом месте на короткое время, привлекая внимание любого врага, который нацелился на нее. Уловка – отличный прием для кнопки паники. Он также дает дополнительную силу против врагов, которые на нее попадаются. Как упоминалось выше, я ожидаю, что бета-версия 2.0 продлится немного дольше, чем обычно, поскольку я заканчиваю игровой процесс дуэлянта. Если вам нужны дополнительные обновления, предшествующие выпуску, рассмотрите возможность подписаться на меня. Mastodon и Twitter. Я пытался начать размещать там небольшие обновления о прогрессе примерно раз в неделю. Все. Всем спасибо. Всем пока.